Всем привет! Это канал EduMakers, и сегодня мы с вами поговорим об инструментах профориентации. Часто думают, что инструментов очень мало и непонятно, как вообще выбрать. Мы расскажем вам о 13 инструментах, парочке лайфхаков, расскажем о конкретных примерах, где эти инструменты можно использовать, ссылки на сайты, все будет в описании. Если у вас есть вопрос, связанный с выбором профессии, смотрите это видео, вопросов у вас точно не останется. Первый инструмент – это, собственно, тестирование. По ряду исследований, как только люди слышат профориентацию, у них в голове сразу возникает тестирование. И это действительно распространенный, очень простой и удобный инструмент. Мы подскажем вам 3 источника тестов, которые нам кажутся классными. Мы совершенно точно не будем вам рекомендовать профориентационные тесты по отпечаткам пальцев, по капле крови, по сетчатке глаза и также по дате вашего рождения. Такие тесты есть. Научная доказательная база достаточно низкая у них, поэтому, наверное, для кого-то работает, наверное, для кого-то не работает, и тут как бы 50 на 50. Мы скорее ориентируем вас на тех ребят, которые имеют научную доказательную базу. Точка. Skillfolio, наши прекрасные друзья, которые хорошо разбираются в гибких навыках. Прекрасная платформа Profilum, которые помогают делать тесты. И международный игрок TestGallop. Это, в общем, такой золотой стандарт тестирований в принципе. Инструмент для профориентации номер 2 – это знакомство с вузами. Интересный факт от Миши. Оказывается, что когда тебе 14, 15 и 16, проектировать свою жизнь на следующие 14-15 лет достаточно сложно. Обычно, когда мы в школе учимся, мы выбираем не столько профессию, сколько вуз и специальность в этом вузе. Поэтому инструмент знакомства с вузами мы считаем одним из самых топовых с точки зрения профориентации, потому что именно он помогает нам ответить на вопрос, где же я проведу ближайшие 4 года своей жизни. Ну и самый простой и понятный инструмент для того, чтобы познакомиться с вузом, это его сайт. Зайти, посмотреть, как он выглядит, какие программы есть, и, в общем, это позволяет создать первое впечатление. Помимо сайта есть еще дни открытых дверей. К ним надо относиться немножко аккуратно, потому что там будут летать птички, будут петь эльфы, на арфах подыгрывать и аквагрим, потому что все будет выглядеть восхитительно красиво, и принять реальное решение о том, круто это или не круто, будет достаточно сложно. Но если вы придете в этот же вуз за пределами дня открытых дверей, то вы, скорее всего, увидите реальную атмосферу в этом вузе и поймете вообще хочу, не хочу. Прекрасное мероприятие под названием «Навигатор поступления». Их проводит команда «Максимум» в, по-моему, уже всех городах-миллионниках нашей прекрасной страны. А еще и онлайн. еще и онлайн. И это такая коммуникационная площадка, где разные вузы конкурируют, по сути, за абитуриентов. И, это любопытное шоу. Туда надо сходить. Инструмент номер 3 – это экскурсии в компании и на предприятиях. Мы считаем, что это прикольный инструмент по той простой причине, что вы сможете увидеть, что вообще делают люди в этой компании и какая царит атмосфера в этой компании. И хочется мне с этим взаимодействовать всю оставшуюся жизнь. Ведь это неправда, потому что работу мы выбираем очень часто, как минимум 5 раз к 35 годам. Работу, профессию, профессиональную сферу. Поэтому сходите посмотреть перед тем, как вообще выбрать для себя этот трек, точно стоит. Есть прекрасный проект московский, который называется «День без турникетов». Ребята собрали большущую сетку партнеров, обеспечили их методологией, и в каждой из компаний-партнера можно прийти и пройти экскурсию по предприятию, которая вас не разочарует. А с этого года будут еще и онлайн-экскурсии в эти же компании. Есть проект PRO, который занимается примерно тем же самым, но с другими компаниями и командами. Есть для ребят помладше такие проекты, как Kadabra, который обучает IT-профессиям или знакомит с IT-профессиями и параллельно гоняют вместе с ребятами в эти компании, смотрят, как там вообще обстоят дела. 4-й инструмент – встречи и знакомства с профессионалами. Вообще с профессиями и профессионалами. Дело в том, что когда мы думаем о том, что хотим стать журналистом или орнитологом, мы себе рисуем какую-то картинку в голове, которая часто не имеет ничего общего с реальностью. А вот с реальностью было бы классно познакомиться. Для того, чтобы познакомиться с представителями профессиями, можно сделать много чего, но самый простой вариант – это дорогой, любимый нами YouTube. На YouTube есть кучу разборов профессий, интервью с профессионалами, экскурсии в конкретной компании, батлы между представителями профессии. Все это создаст для вас классное впечатление о том, я вообще хочу или не хочу быть частью всего этого. Если вы учитесь в школе или в вузе, есть проект «Билет в будущее», и он организует прям отдельные знакомства, живые или дистанционные, с отдельными профессионалами. Еще вы можете посмотреть атлас новых профессий, в котором показаны возможные
будущие профессии, которые возникнут, чем они будут заниматься, и, может быть, это натолкнет вас на какую-нибудь интересную мысль. Если вы смотрите не только на территорию России, но и за рубеж, и ваш английский позволяет комфортно поговорить с человеком по душам, I want to see butterfly. мы хотим порекомендовать вам сайт Pivot Planet. Это большая подборка специалистов, которые готовы за небольшой чек провести с вами 45 минут или час зум-конференции и поделиться, в общем, всем, что они знают о конкретной своей профессии. Инструмент номер 5 – это карьерные выставки и форумы. Скорее всего, если вы старшеклассник или студент, вы уже как минимум слышали, а возможно даже были, поэтому детально рассказывать нет смысла, но крутость этих мероприятий в том, что там есть и представители вузов, и представители работодателей. И вы можете соединить: здесь меня учат, вот там я могу работать, насколько для меня это прикольно. Мы хотим упомянуть всего две большие выставки. Это, с одной стороны, образование и карьера. Это выставка, непосредственно посвященная знакомству с профессиями. А с другой стороны, есть Московский международный салон образования ММСО, который, с одной стороны, есть вживую, а с другой стороны, перекочевал в онлайн. С одной стороны, проходит в Москве, а с другой стороны, есть региональные площадки. И там про образование и про то, что там происходит, можно узнать примерно все и потрогать руками. Это крупнейшее мероприятие в Восточной Европе, на которое приезжают все значимые игроки рынка. Если вы хотите что-то узнать о своей будущей карьере, скорее всего, там вы узнаете. Шестой инструмент – тренинги и мастер-классы. Для того, чтобы сделать следующий шаг и потрогать какую-то профессию, какую-то штуку руками, но не на стажировке, не в реальном производстве, а в более безопасном контексте, это можно сделать благодаря тренингу или мастер-классу. Тренинг дает возможность лучше разобраться с тем, как мы выбираем. Мастер-класс дает возможность потрогать руками профессию и увидеть вживую тех людей, которые представляют эту профессию. Три примера. Первый, собственно, наш продукт «Система выбора», который прямо сейчас реализует команда «Максимум». Его можно пройти либо вживую, либо дистанционно и разобраться с паттерном, то есть цепочкой, которая позволяет именно тебе принимать решения. Также есть отличный проект от британской высшей школы дизайна, который называется Creative Start. Это проект, который позволяет погрузиться в креативную индустрию и понять, кто там есть, что они делают, где этому учиться, что я буду делать на выходе, какой продукт я буду создавать. И плюс познакомиться с большим количеством профессионалов в этой отрасли. И наши коллеги из Питера, Арт-личности, проводят тренинги для подростков и студентов на протяжении последней бесконечности лет и делают это шикарно. Инструмент номер 7, достаточно новый для рынка профориентации, это онлайн-тренажеры, которые позволяют нам почитать, потыкать, попробовать себя в этой профессии, получить фидбэк от искусственного интеллекта и получить рекомендацию, вообще стоит мне туда идти или не идти. То есть это микс мастер-класса, теста и изучения профессии, и даже иногда общения с профессионалом. И такую штуку все больше делают современные онлайн-школы, такие как Яндекс.Практикум, Skillbox и SkyPro. Отдельный проект Brainify помогает сделать трансфер с одного места работы на другое место работы и разобраться в процессе в себе. Классный дистанционный цифровой сервис. Инструмент номер 8 – это карьерное консультирование. Это люди, которые понимают, с одной стороны, специфику разных отраслей в рынке, а с другой стороны, понимают, как сложно принимать решения. И вот на стыке двух этих позиций чаще всего в раннем возрасте они могут подсказать следующий шаг. С одной стороны, карьерных консультантов можно найти в сообществе вокруг проекта Алены Владимирской. Их там огромное количество, поскольку она их обучает. А с другой стороны, есть наши прекрасные коллеги, которых мы не можем не упомянуть. Это .psi и Проект Про, и там карьерные консультанты. Приходите к ним. Инструмент номер 9 – это выездные программы и лагеря. Они позволяют на отдельный промежуток времени, на 2 или 3 недели погрузиться в определенную среду и в ней пройти определенный процесс. Либо знакомство с определенной профессией, либо развитие определенного навыка. И все это так или иначе помогает сделать еще один шажочек к своему осознанному выбору. Интересный факт. Казалось бы, лагеря — это вроде как школьная история, иногда там студенческая, но все больше появляется лагерей для взрослых. И одним из классных примеров лагеря для взрослых является проект Jungle Road. Что касается подростковых лагерей или студенческих, точно так же хотим порекомендовать 3. Упомянутые ранее ребята из Арт-личности, просто большие молодцы. Наш любимый проект Кавардак и, собственно, Мастодонты, коллекция приключений. Инструмент номер 10 – это симуляторы и примерки профессий. Если мы говорим о ребятах помладше, то есть достаточно популярные проекты Kidburg и Kidzania. Это возможность прийти, поработать, немножко заработать, немножко потратить, получить опыт взаимодействия с профессией и пройти вот цикл первого месяца выхода на работу. Конечно, это все достаточно весело и в формате edutainment, но представление так или иначе о профессии формирует. Также нам хочется упомянуть проект ChangeLinch. Эти ребята собирают кейсы от крупных корпораций и помогают студентам и компаниям найти друг друга в решении этих кейсов. Ну и отличный вариант примерить для себя профессию – это выйти на стажировку в конкретную компанию. И в этом плане компания Superjob – один из
крупнейших агрегаторов вакансий в нашей стране, в том числе сделал отдельный раздел о том, какие стажировки прямо сейчас есть в крупных компаниях. 11-й инструмент настолки, настольные игры, в которые можно не просто классно провести время и поиграть, но и при этом приблизиться к лучшему пониманию своего ближайшего шага. Профориентация должна быть веселой, это не скучно, и поэтому мы рекомендуем два проекта. Первый — это Mosaic. Ребята давно создают настольные игры как по специфическим предметам, так и по конкретным отраслям. И плюс это проект Navigatum. 12-й инструмент, пробные курсы. Короткое замечание. Примерно любая образовательная платформа онлайн современная, которую вы найдете, умеет предоставлять реальный временный доступ к своим программам или к части этой программы. И вот этот вот реальный доступ, пожалуйста, не пренебрегайте им, потому что он позволяет прикоснуться, почувствовать вайб той или иной, с одной стороны, образовательной платформы, а с другой стороны, самой специальности и понять, насколько это вам подходит. Да, вполне возможно, что уже через 3 дня, погрузившись в изучение конкретной профессии, вы поймете, что это точно не ваше, а значит, наверное, и в вуз не надо идти вообще никогда. Нет, ну в смысле на эту конкретную специальность. Или, может быть, вы посмотрите благодаря этому пилотному заходу в профессию, что есть рядышком, и, может быть, выберете другую профессию. Ну и, наконец, 13-й инструмент, развивающие среды. Достаточно скучно проходить через этот процесс в одиночку, и классно, когда есть рядом кто-то, кто может тебя поддержать. Мы, опять же, выбрали 3. Одна из сред — это сообщество «Шашники», школа аниматоров. Ребята не про анимацию, про мультики рассказывают, а про взаимодействие между людьми, и вокруг себя собрали очень крутое сообщество. Второй проект, который хотим порекомендовать, это «Лифт в будущее». Достаточно давно этот проект занимался офлайн лагерями, выездами, отбором классных ребят и прокачкой их в разных профессиональных отраслях. Сейчас они все больше идут в онлайн, создают кучу разных встреч с профессиями, чатов, сообществ, митапов по разным направлениям. То есть это быстро развивающийся проект, который создает кучу пользы для молодых людей, заинтересованных в выборе профессии. Ну и, наконец, большая перемена, большой госпроект, который собрал вокруг себя какое-то бесконечное количество людей. Миллионы. И это, в общем, бурлящая такая жизнь там происходит сейчас. Очень любопытно. Куча возможностей, куча интересного, а также возможность выиграть гранты на обучение, что тоже приятно, если вы соберетесь куда-нибудь идти в дорогой вуз и не пройдете по баллам. Ну и, наконец, 14-й скрытый инструмент, который объединяет в себе все вышесказанное и вот это вот все. Это наш блокнот, который мы сделали несколько лет назад, который называется «Ок, что дальше?». Мы его выпустили вместе с Манванов Фербер. И он действительно позволяет по шагам пройти через процесс принятия решений и не заплутать. Кстати, если вы заметили, все предыдущие инструменты, о которых мы говорили, были расположены в некоторой последовательности и сгруппированы как раз по 5 шагам осознанного выбора, потому что мы в эту модельку верим, и именно по ней построен блокнот. Ок, что дальше? Если вы не видели наше видео о том, как выбрать профессию за 5 шагов, вот здесь вот ссылочка, обязательно посмотрите, там мы рассказываем, как последовательно проходить этот путь, с какими проблемами можно столкнуться и что делать. А первый шаг, с которых начинаются 5 шагов осознанного выбора, шаг «Остановись», это про осознанность, про управление вниманием. И ссылку на большое исследование и каталог практик, которые мы собрали вместе с проектом WorldSkills, вы найдете по ссылке в описании. Мы рассказали вам о 14 инструментах профориентации и надеемся, что расширили ваш кругозор и понимание того, как можно выбирать профессию. Смотрите наше видео, если вам интересен вопрос выбора. Оставляйте комментарии, потому что мы уверены, что у вас точно есть много вопросов. Пишите их в комментарии, мы обязательно будем на них отвечать и надеемся помочь вам еще и через комментарии с процессом выбора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем писать новые видео для вас. Пока-пока. Пока.